Погрузитесь в мир, где богатство переплетается с немыслимой степенью защиты, превосходящей самые смелые фантазии о секретных операциях и оборонных системах. Представьте себе картину. Дональд Трамп, человек, чья жизнь десятилетиями была окутана бронированными лимузинами, воздушным прикрытием и элитными агентами, обученными нейтрализовывать угрозы, способные сотрясти мир, вдруг замирает, пораженный. Его реакция вызвана тем, что он видит нечто, что превосходит даже его опыт – новую систему безопасности Илона Маска. Прежде чем мы перейдем к основной части, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут лучшей благодарностью. Спасибо. Это не просто телохранители или усиленная охрана, это тотальная трансформация подхода к личной безопасности, включающая видеонаблюдение на основе искусственного интеллекта, подземные бункеры, транспортные средства военного класса и частную разведывательную сеть, созданную из бывших оперативников ЦРУ и Моссада. Такая система не просто конкурирует с президентской защитой, она заставляет ее выглядеть как любительское шоу. Чтобы понять истинный масштаб увиденного Трампом, необходимо заглянуть за кулисы жизни самых защищенных миллиардеров мира, и наше путешествие начинается с саудовского принца, которому пришлось создать целую частную армию, чтобы просто прогуляться по улицам собственного королевства. Представьте себе принца Аль-Валида, чье лицо знакомо по всему миру, но особенно в Саудовской Аравии. Он не просто сказочно богат, инвестируя в такие гиганты, как Citigroup, Twitter и Four Seasons, но и постоянно находится под прицелом. В стране, где число членов королевской семьи исчисляется тысячами, известность означает не столько привилегии, сколько уязвимость. На пике своего влияния Аль-Валид передвигался по Эр-Рияду в кортеже, больше похожем на боевую операцию, чем на деловую поездку. Его автомобили были бронированы до зубов, оснащены спутниковым слежением, а по бокам двигались вооруженные гвардейцы, прошедшие подготовку у ветеранов французской и британской армий. Это была не паранойя, а чистая стратегия выживания в мире, где власть – это не пожизненный дар, а предмет торга, и эта реальность обрушилась на него в 2017 году. В рамках внезапной антикоррупционной кампании, возглавляемой наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, десятки высокопоставленных лиц были арестованы. Среди них Аль-Валид, он оказался в роскошной тюрьме, отеле Ритц-Карлтон в Эр-Рияде, который за одну ночь превратился в место заключения для миллиардеров. Телефоны конфискованы, активы заморожены, империи поставлены на паузу. Месяцами принц был полностью изолирован от внешнего мира. Ни интервью, ни твитов, ни биржевых новостей, только звенящая тишина. За закрытыми дверями допросы стирали грань между законными процедурами и жестокой политической игрой. Ходили слухи, что некоторых вынуждали отказаться от своих состояний. Аль-Валид держался дольше всех, но даже у миллиардеров заканчиваются рычаги влияния, когда они заперты в комнате без выхода. Но молчание не могло длиться вечно. Его освобождение произошло не благодаря снятию обвинений, а в результате тайной сделки. Ее детали до сих пор засекречены, но последствия были очевидны. Аль-Валид начал восстанавливать свою империю с удвоенной степенью защиты. Источники, близкие к его службе безопасности, описывают тотальную реорганизацию. Биометрические контрольно-пропускные пункты в его резиденциях, зашифрованная связь на всех корпоративных объектах и новая когорта телохранителей от европейских фирм, специализирующихся на контрнаблюдении. Что особенно примечательно, его команда теперь работает с аналитиками геополитических рисков, готовясь к чему-то большему, чем просто физические угрозы. Новые протоколы безопасности включают системы обнаружения дронов, радиочастотные глушители для предотвращения отслеживания и установку безопасных комнат во многих его владениях. Его офисы регулярно подвергаются электронной чистке, а встречи проводятся в помещениях, экранированных по принципу клетки Фарадея. Каждый помощник, водитель и домашний персонал проходят проверку по 3 независимым каналам. Его резиденция за пределами Эр-Рияда теперь является одним из самых защищенных частных поместий в стране, оснащенным собственным тактическим командным центром. Принц по-прежнему перемещается в кортежах, но маршруты рандомизированы, а машины-приманки стали стандартом. И все же, несмотря на этот защитный кокон, Аль-Валид остается публичной фигурой. Он общается с прессой, появляется на мероприятиях, но каждое его появление расписано по секундам. За каждой фотосессией стоит многомесячный план безопасности. После заточения в Ритц он усвоил урок, который большинство миллиардеров так и не поняли. Когда твои враги носят костюмы и сидят на тронах, настоящая безопасность заключается в непредсказуемости. Но даже этот королевский уровень защиты не мог сравниться с тем, что последовало дальше, потому что другой миллиардер не просто купил защиту, он купил контроль.
Марк Цукерберг – это не просто глава одной из мощнейших технологических компаний. Он архитектор цифровой площади, где 3 миллиарда человек делятся своей жизнью. А когда вы контролируете такое пространство, враги приходят со всех сторон. Неудивительно, что личный бюджет Цукерберга на безопасность не просто велик, он бьет все рекорды. Только в 2023 году Мета потратила на его защиту более 43 миллионов долларов. Ни один другой генеральный директор из мира технологий даже близко не подходит к этой цифре, но шокирует не сумма, а то, на что она идет. В многочисленных домах Цукерберга вооруженная охрана патрулирует 24/7. Объекты буквально превращены в крепости с системами обнаружения движения, инфракрасным наблюдением и биометрическими сканерами. Внутри некоторых комнат стены обшиты пуленепробиваемым стеклом, а его резиденция в Пало-Альто и вовсе оборудована скрытым аварийным спуском, предназначенным для экстренной эвакуации под землю в случае прорыва. Это не просто теория. В 2018 году некий мужчина попытался проникнуть в его дом, и его нейтрализовали еще до того, как он достиг порога. Этот инцидент длился секунды, но он повлек за собой полную перестройку всей операционной системы безопасности. Его телохранители – это не просто сотрудники обычных охранных фирм. Многие из них – бывшие военные, виртуозно владеющие навыками экстремального вождения, контрнаблюдения и протоколами киберзащиты. Их задача не просто физически защищать Цукерберга, а предвидеть, перехватывать и устранять угрозы до их появления. И речь идет не только о сталкерах или прямых нападениях. Цукерберг – это геополитический актив. Он сталкивался с судебными исками от десятков стран, его допрашивал Конгресс, и он ежедневно является объектом жесточайших онлайн-атак. Его профиль угрозы больше напоминает главу государства, чем генерального директора. Именно поэтому его охрана не просто следует за ним, она окружает его в цифровом пространстве. Частные команды по кибербезопасности мониторят Даркнет на предмет любых угроз, утечек или упоминаний его имени, семьи или местоположения. Его устройства работают на специально разработанном, защищенном программном обеспечении. Его календарь изолирован от сети, а планы поездок скрываются через целую сеть прокси-серверов до момента вылета самолета. Но самая тревожная часть – даже его собственные сотрудники являются частью профиля риска. В 2022 году внутренняя утечка из Мета выявила растущую обеспокоенность. Недовольные инсайдеры имели доступ к протоколам безопасности. С тех пор команда Цукерберга внедрила внутреннее наблюдение для мониторинга цифровых диверсий. Бывшие сотрудники ЦРУ теперь обучают собственное подразделение Мета по защите руководителей. Потому что в мире Цукерберга угроза – это не просто человек с оружием, это человек с логином. Но чем глубже становится его защитная сеть, тем более изолированным он становится. Он защищен от мира, но также и отгорожен от него. И пока Цукерберг борется с невидимыми угрозами, другой миллиардер обороняется от врага, который гораздо ближе к дому. Владимир Потанин, возможно, не является именем, известным каждому, но он владеет состоянием, построенным на одной из самых стратегических отраслей в мире – никеле и редких металлах. Как генеральный директор Норильского никеля, Потанин держит в руках ключевые материалы, питающие электромобили, смартфоны и даже военную технику. А в современной России такой уровень влияния имеет свою цену. Безопасность Потанина не показная, она невидима. Потому что, когда вы действуете в тени Кремля, защита – это не охранники у двери, это устранение угроз до того, как они даже появятся на улице. В его команду входят бывшие агенты ФСБ, преемника российского КГБ. Это не просто телохранители, это обученные сотрудники разведки с опытом в наблюдении, контрразведке и защите активов. Многие из них до сих пор поддерживают тесные связи с действующими государственными службами. Некоторые даже чередуют частные задания и государственные разведывательные контракты, так что границы между частными интересами и государственными задачами полностью размыты. В Москве Потанин передвигается на сменяющемся автопарке немаркированных автомобилей, управляемых бывшими сотрудниками спецназа с реальным боевым опытом. Его водители обучены контрнаблюдению, экстремальному вождению и тактическому извлечению. Даже маршруты рандомизируются системой логистики с искусственным интеллектом, чтобы избежать предсказуемых моделей. Его передвижения никогда не публикуются в открытых календарях. Встречи часто объявляются только после того, как они уже состоялись. Его сообщения шифруются через специальные спутниковые ретрансляторы, недоступные для обычного перехвата. Но он защищается не только от физических угроз. Потанин действует в стране, где олигархи падают с балконов, исчезают с яхт или умирают от сердечных приступов во время завтрака. Настоящая опасность – не убийство, это тихое устранение. Именно поэтому безопасность Потанина распространяется на правовое, финансовое и политическое прикрытие. Он финансирует собственные сети юридической защиты.
Он спонсирует СМИ, благоприятствующие его нарративу, и он поддерживает прямые каналы связи с кремлевскими посредниками, потому что в России закон подчиняется власти, а не наоборот. Его ближайшее окружение заблокировано до степени, редко встречающейся за пределами разведывательных служб. Доступ в его резиденцию требует биометрического сканирования и кодов доступа с ограничением по времени. Личный персонал проверяется множеством агентств, как государственных, так и частных, и каждый член внутреннего круга подписывает пожизненные соглашения о неразглашении, имеющие юридическую силу в соответствии с российским корпоративным правом. Даже его цифровой след почти отсутствует. Онлайн-записи о его собственности скрыты за фиктивными корпорациями. Любая фотография Потанина в публичном пространстве просматривается частной командой, которая подает запросы на удаление в течение нескольких часов. Известно, что он покупает целые домены и аккаунты в социальных сетях, просто чтобы предотвратить любое отслеживаемое присутствие. В 2022 году Потанин на короткое время исчез из поля зрения общественности. В то время как западные миллиардеры лихорадочно пытались обезопасить активы, Потанин двигался бесшумно, консолидируя акции, защищая собственность и перемещая часть своего состояния через дискретные подставные фирмы в Центральной Азии. Его команда даже запустила защитные стратегии с активами, покупая проблемные доли в конкурирующих компаниях, чтобы устранить внутренние угрозы. И когда западные санкции были нацелены на олигархов, имя Потанина редко попадало в верхние списки, не потому что он не был влиятельным, а потому что его сеть состояла из нескольких глубоких слоев, защищенных офшорными структурами, разработанными так, чтобы быть неотличимыми от государственных инвестиционных фондов. И все же, несмотря на его состояние, оцениваемое более чем в 25 миллиардов долларов, он избегает глобальных публичных мероприятий. Никаких панельных дискуссий в Давосе, никаких выступлений на TED, никаких медиатуров, только залы заседаний, закрытые двери и частные самолеты, которые никогда не появляются на гражданских радарах. Даже западные разведывательные агентства не имеют полной видимости операций Потанина, и это сделано намеренно, потому что Потанин узнал кое-что задолго до того, как Кремниевая долина вообще догадалась. Самая эффективная система безопасности – это та, о которой никто не знает, но даже его глубокая государственная защита не может сравниться с тем, что последовало дальше. Потому что следующий миллиардер не просто избегает прессы, его охраняют вооруженные силы целого государства, и он имеет право их использовать. Мухаммед бен Салман – это не просто миллиардер, он наследный принц Саудовской Аравии, фактически правитель королевства и один из самых могущественных людей на Ближнем Востоке. Но его несметные богатства, оцениваемые в сотни миллиардов, существуют не в акциях или банковских счетах. Они воплощены в нефти, земле и абсолютной власти. А это значит, что его враги не просто соперники, это целые нации, и его безопасность отражает этот масштаб. МБС охраняется элитным подразделением, известным как Саудовский королевский гвардейский полк. Это сила из более чем 5000 солдат, обученных антитеррористической войне, городскому бою и разведывательным операциям. Но настоящий уровень защиты лежит гораздо глубже. Это частный аппарат безопасности, встроенный в саму военную структуру королевства. Каждая комната, куда он входит, тщательно проверяется на наличие подслушивающих устройств. Каждый автомобиль, в который он садится, бронирован и отслеживается по GPS, поддерживается с воздуха дронами и множеством приманок. А каждое публичное появление прикрывается не только телохранителями, но и снайперами на крышах, цифровыми глушилками и удаленными командами наблюдения. Это не просто предосторожность, это острая необходимость. В 2018 году МБС оказался замешан в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, политической казни, которая потрясла мир и сделала принца мишенью для глобального осуждения. С тех пор иностранные разведывательные агентства отслеживали многочисленные угрозы покушения, связанные с активистами, конкурирующими членами королевской семьи и экстремистскими группами. Один из просочившихся документов ЦРУ даже называл уровень угрозы для МБС президентским плюсом, что означает, что риск для него выше, чем для большинства глав государств. Поэтому он отреагировал единственным известным ему способом – удвоил усилия. Основная резиденция МБС внутри дворца Аль-Ямама – это не просто дом, это военная крепость. Она оснащена усиленными бетонными бункерами, взрывобезопасными дверями, вооруженными контрольно-пропускными пунктами, которые сканируют сетчатку глаза перед разблокировкой, а под всем этим подземная система эвакуации, которая по сообщениям спроектирована так, чтобы выдерживать химические атаки. Когда он путешествует, он не оставляет ничего на волю случая. Его личный флот включает Boeing 747, переоборудованный противоракетными системами, 2 запасных самолета и ротацию
операцию разведывательных дронов, которые очищают зоны приземления. Даже его окружение многослойно – советники на поверхности, оперативные сотрудники разведки за кулисами. Но самая тревожная деталь – он не доверяет никому, даже своим собственным людям. МБС тихо привлек иностранных подрядчиков из США, Франции и Южной Африки для аудита и надзора за частями своей королевской гвардии, не из-за недостатков в обучении, а из-за опасений по поводу лояльности. В Саудовской Аравии дворцовые перевороты – это не история, это семейный бизнес. И все же, несмотря на всю свою власть, все свое богатство и все свое оружие, МБС редко показывает свое лицо за пределами строго контролируемых государственных СМИ, потому что чем больше власти он накапливает, тем опаснее становится его присутствие. Но какой бы экстремальной ни была его защита, следующий миллиардер не полагается на солдат или наблюдение. Он построил новый вид крепости с помощью кода. Ларри Пейдж – человек, предпочитающий тень, а не софиты. Он не пишет в Твиттере, не выступает на конференциях, и ему это не нужно. Потому что Пейдж не просто миллиардер, он архитектор одной из самых могущественных цифровых империй в истории – Google. И в отличие от большинства миллиардеров, которые строят защиту вокруг себя, Пейдж построил свою вокруг самой информации. На первый взгляд, его образ жизни кажется непримечательным. Никаких мега-яхт, никаких моментов для реалити-шоу. Но это и есть обман. За этой тишиной скрывается система защиты, которая заставляет даже правительственные агентства выглядеть примитивными. Начнем с его домов. Пейдж владеет многочисленным поместьем в Пало-Альто с подземными туннелями, соединяющими несколько резиденций. Камеры наблюдения не просто записывают, они используют ИИ для выявления паттернов движения. Точки входа защищены биометрическими замками, а аварийные выходы ведут к автономным бункерам с независимыми источниками питания. Но физические барьеры – это лишь первый слой. Настоящая защита Пейджа – цифровая невидимость. Его записи о полетах заблокированы, его коммуникации маршрутизируются через системы шифрования, созданные бывшими инженерами АНБ. Его местоположение скрыты постоянной сменой прокси-серверов, VPN и альтернативных личностей на нескольких платформах. Даже люди вокруг него являются частью этого цифрового фаервола. Сотрудники нанимаются через многоступенчатую систему, соглашения о неразглашении, тщательные проверки биографии и частные расследования. Личные помощники периодически меняются, чтобы уменьшить риск утечки данных, а встречи часто проводятся без электронных устройств в комнатах с защитой от белого шума, спроектированных для предотвращения прослушивания. Однако так было не всегда. В 2010 году угрозы в адрес Пейджа резко возросли после Revelations о сотрудничестве Google с программами наблюдения США. Реакция была не только политической, но и личной. Хакеры начали атаковать его ближайшее окружение, иностранные правительства жаждали доступа, а протестующие появлялись у его порога. Поэтому Пейдж стратегически исчез. Он ушел из поля зрения общественности, назначил прокси генерального директора для управления Google и начал создавать частную сеть цифровых и физических экспертов по безопасности, многие из которых были переманены из американской разведки. Его собственный частный фонд финансирует исследования в области кибербезопасности, обнаружения дипфейков и цифровой криминалистики, не только для общественного блага, но и для частного использования. Даже во время путешествий Пейдж перемещается как данные. Он использует одноразовые устройства, арендует транспорт под псевдонимами и координирует свои поездки через программное обеспечение, которое в реальном времени отслеживает местные беспорядки, протестную активность и онлайн-обсуждения. Но самый радикальный шаг. В последние годы Пейдж переехал на отдаленный остров Фиджи, по сообщениям, скупив крупные участки земли с ограниченным доступом. Местные жители подтверждают усиление наблюдения с помощью дронов, зашифрованные вышки связи и растущее присутствие частных подрядчиков. Потому что Ларри Пейдж не верит в строительство стен, он создает настолько безопасные среды, что никто даже не видит, что стены существуют. Но если Пейдж скрывается с данными, следующий миллиардер скрывается с мифом, человек, который живет на виду, но никто не знает, кто его на самом деле защищает. Бернар Арно – это не просто богатейший человек Европы, он самый защищенный миллиардер континента. Будучи главой LVMH, он контролирует более 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Dior, Tiffany и Moet & Chandon. Его состояние, достигающее почти 220 миллиардов долларов, и его влияние, пронизывающее все от парижской недвижимости до глобальной модной дипломатии, приносят с собой не просто богатство, но и тотальную паранойю.
В его мире, где репутация стоит дороже золота, безопасность – это не просто команда, а военизированное подразделение по связям с общественностью и разведке. Его парижские дома находятся под круглосуточным наблюдением не только частных охранников, но и государственной полиции, благодаря глубоким связям Арно с французским правительством. Его основная резиденция в Париже оснащена баллистическими окнами, системами распознавания лиц и биометрическими дверями. Его владения в Альпах и на французской ривьере функционируют как частные анклавы, находящиеся под усиленным видеонаблюдением, патрулированием и защитой от дронов, но его настоящая броня невидима. Арно финансирует внутренний отдел по оценке рисков, который в реальном времени отслеживает прессу, социальные сети, протестные движения и даже инсайдеров модной индустрии. Каждый слух, заголовок или угроза репутации немедленно фиксируются, расследуются и нейтрализуются, прежде чем успеют стать полноценной новостью. Его частный самолет специально оборудован зашифрованными спутниковыми средствами связи и системами радиоэлектронной борьбы военного класса. Его яхта, одна из самых защищенных в Европе, имеет на борту бывших контрактников французского флота в качестве персонала, и, когда он появляется на публике, он никогда не бывает один, он путешествует с демонстративной охраной, двойниками, машинами-приманками, а время его перемещений строго координируется до минуты. Но Арно защищается не только силой, он защищается благосклонностью. Известно, что он лично финансирует политические кампании во Франции, владеет газетами и имеет прямой доступ к президентам. Когда однажды протестующие штурмовали здание ЛВМH в Париже, французская полиция по борьбе с беспорядками отреагировала быстрее, чем на правительственные учреждения, потому что во Франции есть королевская семья, а затем есть Арно. Даже внутри его собственной компании передвижение ограничено. Руководители работают по принципу строгой сегментации. Залы для совещаний сканируются на предмет прослушивания. Гостям часто запрещено приносить телефоны. И когда в 2019 году просочились внутренние стратегические документы, Арно не просто уволил сотрудников, он полностью перестроил целые департаменты с нуля. Но самая показательная деталь – его одержимость наследием. По сообщениям, Арно установил протоколы безопасности не только для себя, но и для своих наследников. Каждый из его 5 детей находится под защитой выделенной команды безопасности, которая координирует свои действия напрямую с корпоративным командным центром ЛВМХ. Некоторые из них получают разведывательные сводки, обычно предназначенные для государственных министров, потому что Арно боится не только кражи или покушения, он боится нестабильности, потери контроля, эрозии бренда. А это значит, что каждое движение, каждый вдох охраняется как драгоценность короны. Но даже биометрические залы заседаний Арно и сети, поддерживаемые государством, бледнеют по сравнению с тем, что последовало дальше. Потому что следующий миллиардер не просто защитил себя, он превратил весь свой дом в 27-этажную крепость, охраняемую как ядерный объект. Мукеш Амбани не просто живет как миллиардер, он живет как засекреченный национальный актив. С состоянием, превышающим 110 миллиардов долларов, Амбани контролирует Reliance Industries, самый могущественный конгломерат в Индии, охватывающий нефть, телекоммуникации, розничную торговлю и цифровую инфраструктуру. Он владеет большей частью жизненно важных артерий страны, чем кто-либо кроме правительства. И именно поэтому его дом – это не просто дом, это Антилия, небоскреб-крепость стоимостью 2 миллиарда долларов, возвышающаяся в самом сердце Мумбаи. Антилия – это 27-этажное сооружение, включающее частную снежную комнату, несколько вертолетных площадок и собственный кризисный командный центр. Но за люстрами и мрамором скрывается не роскошь, а многоуровневая система безопасности. Ядро здания усилено материалами, используемыми в ракетных шахтах. Оно имеет собственные автономные системы водо- и электроснабжения, резервные генераторы и сейсмостойкость, значительно превышающую нормативные требования. А личная резиденция Амбани находится не на самом верху, она погребена глубоко в середине здания, окруженная слоями незанятых этажей приманок и охраняемых крыльев, но настоящая сила исходит от самого индийского правительства. В 2013 году, после реальной террористической угрозы от пакистанских экстремистов, Мукеш Амбани получил защиту Z+, высший уровень личной защиты в Индии, эквивалентный тому, что получает премьер-министр. Это означает, что 55 элитных командос из центральных резервных полицейских сил сменяют друг друга у его резиденции. Они вооружены израильскими штурмовыми винтовками ТА, ездят на пуленепробиваемых внедорожниках и координируют свои действия с местной полицией, военной разведкой и частными подрядчиками. Но Амбани не остановился на этом.
Он усилил свою безопасность бывшими сотрудниками Моссада и РО, которые проводят психологическое профилирование потенциальных угроз, тщательно проверяют каждое местоположение перед публичными появлениями и досконально проверяют даже внутренний семейный персонал. Когда его сын женился, каждый гость, включая звезд Болливуда и бывших президентов, прошел через многочисленные зашифрованные контрольно-пропускные пункты, и в то время как большинство миллиардеров летают на частных самолетах, флот Амбани действует по другому протоколу. Каждый маршрут полета контролируется индийскими системами ПВО. Каждый самолет модифицирован глушителями сигналов, зашифрованными ретрансляторами связи и планами готовности к ложным маневрам. Один из его пилотов однажды рассказал, что они проводят учебные посадки в военном стиле на случай реальных угроз во время снижения. У него даже есть мобильная группа безопасности для семейных прогулок, оснащенная машинами скорой помощи, грузовиками с электронными средствами противодействия и тактическими группами, обученными городской эвакуации. Но самая сюрреалистическая деталь – Амбани напрямую платит индийскому правительству за свою защиту Z+, по сообщениям, более $20 тысяч в месяц, по сути, создавая публично-частное слияние безопасности, где государство охраняет его жизнь, а он финансирует это подразделение. И хотя критики обвиняют его в превращении правительства в свой личный щит, это его не замедлило. Наоборот, это сделало его положение неприкосновенным. Потому что в Индии Амбани не просто влияет на политику, он может превзойти ее в вопросах безопасности. Но какой бы экстремальной ни была его крепость, следующий миллиардер не строил оборонительных сооружений на земле, он исчез в движущейся стали и превратил океан в поле боя. Джефф Безос не просто исчезает из поля зрения общественности, он полностью отключается от сети, погружаясь в океан. Обладая состоянием более $190 миллиардов, Безос стал одним из самых преследуемых, фотографируемых и анализируемых людей на планете. Поэтому в 2021 году он сделал нечто, что едва ли мог себе позволить любой другой миллиардер. Он исчез на борту частной суперяхты, спроектированной как плавучая крепость. Речь идет о Кору, мегаяхте стоимостью $500 миллионов, построенной по индивидуальному заказу, размером с военно-морской фрегат. Но сама яхта – это лишь начало. Безмолвно, по пятам за ней следует теневой корабль, груженный командами безопасности, вертолетными площадками, дронами, бронированными катерами и аварийно-спасательным оборудованием. Это вспомогательное судно, часто ошибочно принимаемое за военный корабль, полностью посвящено одной цели – безопасности Безоса. Стратегия безопасности проста. Если вы не можете остановить угрозы, оставайтесь в движении. Безос был объектом по меньшей мере 2 подтвержденных кибератак, включая одну, напрямую связанную с саудовскими оперативниками, и взлом телефона, который раскрыл личные данные и политические сообщения. С тех пор его операции сместились со стационарных объектов на активное уклонение. Именно поэтому в его команду безопасности входят бывшие морские котики, израильские разведывательные подрядчики и бывшие агенты секретной службы. Они работают в сменном режиме, используют тактику обратного папарацци для отслеживания камер и относятся к каждому порту как к зоне повышенного риска, но это выходит за рамки просто мускулов. Каждый гость на борту Кору проходит предварительную проверку, цифровые устройства проверяются, и как только вы оказываетесь на корабле, вы находитесь в их сети, а не в своей собственной. Системы наблюдения включают дальнобойный радар, тепловые датчики, распознавание лиц и спутниковый мониторинг. По словам инсайдеров, даже интерьер корабля оснащен пассивным аудиоотслеживанием, оповещающим команду о признаках стресса или угрозах в реальном времени. Безос также владеет множеством объектов, оборудованных для экстренной эвакуации, включая, по слухам, подземное сооружение в Западном Техасе, недалеко от его объекта Blue Origin, еще одной сильно укрепленной ограниченной зоны, контролируемой как частными, так и федеральными агентствами. И когда он путешествует коммерческими рейсами, он не полагается на местную полицию, он берет с собой собственную команду быстрого реагирования, оснащенную медицинскими, кибернетическими и эвакуационными возможностями. В 2022 году один инсайдер описал протокол Безоса как военную паранойю, замаскированную под управление образом жизни. Потому что для Безоса речь идет не просто о безопасности, речь идет о контроле над пространством, временем и видимостью. Он не прячется за стенами, он прячется в движении. Но даже миллиардная армада Безоса не могла сравниться с тем, что последовало дальше, потому что этот следующий миллиардер не просто скрылся в море, он захватил целый остров и превратил его в частное государство наблюдения. Ларри Эллисон, соучредитель
Oracle и давний титан технологической индустрии, является одним из самых скрытных миллиардеров в мире, но в 2012 году он сделал шаг, который поразил даже его ближайших союзников. Он купил 98% Гавайского острова Ланаи. Не особняк, не комплекс, а целый остров, более 90 тысяч акров уединенной территории, где он контролирует абсолютно все. На бумаге это была инвестиция в $300 миллионов в устойчивый образ жизни. Но в действительности это стало одной из самых цифровых укрепленных частных зон в США. Ланаи имеет всего 2 отеля, 1 аэропорт и 1 частный порт доступа. Эллисон установил биометрические ворота, системы замкнутого видеонаблюдения и беспроводного мониторинга по всему острову. Персонал службы безопасности набран из бывших военных и частных разведывательных служб. Гости проходят предварительное одобрение, проверку и мониторинг. Но это идет еще глубже. Эллисон оснастил остров экспериментальными технологиями, частными оптоволоконными линиями, автономными системами, зашифрованным мониторингом с помощью дронов и ИИ управляемым наблюдением за здоровьем. Местные жители сообщают о фургонах без опознавательных знаков, дронах без идентификаторов и конвоях, которые появляются только ночью. И то, что на поверхности выглядит как роскошная утопия, построено так, чтобы выдержать коллапс. Частная резиденция Эллисона имеет солнечные батареи, опреснительные системы, независимое продовольственное снабжение и медицинские учреждения. Один бывший руководитель Oracle описал это как версию NORAD для миллиардеров, завернутую в брошюру спа-салона. Но для Эллисона важна не только физическая безопасность, это информационное доминирование. Его компания Oracle долгое время была государственным подрядчиком, работая с ЦРУ, АНБ и Министерством обороны. Эллисон понимает цифровую уязвимость лучше большинства, и он относится к утечкам как к национальной угрозе. Сотрудники, работающие рядом с ним, находятся в зонах без телефонов. Деловые разговоры ведутся в комнатах, экранированных по принципу клетки Фарадея, а его перемещения за пределами острова почти никогда не публикуются до тех пор, пока он не покинет его. С 2012 года он сделал только одно публичное заявление о покупке Ланаи. Он назвал это «лабораторией для будущего», но инсайдеры говорят, что это гораздо больше. Это контролируемая среда, где мир не может его тронуть, если он сам не позволит этого. Потому что Эллисон хотел не просто уединения, он хотел суверенитета, но даже островная крепость, поддерживаемая морскими котиками, не могла подготовить никого к тому, что последовало дальше. Потому что в тот момент, когда Илон Маск представил свою новую службу безопасности, Дональд Трамп был ошеломлен. Это была не защита миллиардера, это была милитаризованная технологическая война, спроектированная самым непредсказуемым человеком в мире. Представьте себе уровень безопасности, который мог бы потрясти даже бывшего президента. Именно это испытал Дональд Трамп, когда Илон Маск представил свою новую систему защиты. То, что Маск собрал, уже не было частной охраной. Это была инфраструктура, вооруженная, автономная и далеко превосходящая все, что когда-либо пытался создать какой-либо миллиардер. И даже Трамп, который полагался на секретную службу, военную разведку и зашифрованные оперативные штабы, не мог это игнорировать. Это была безопасность в таком масштабе, которая была разработана не просто для выживания в опасности, она была построена для выживания в условиях краха. Маск не политик, он не командует армией, но империя, которую он контролирует, Tesla, SpaceX, Neuralink, X, теперь вплетена в ткань глобальной инфраструктуры, разведки и обороны, и с каждым прорывом появлялись новые угрозы. Шпионаж, кибератаки, попытки саботажа, даже реальные заговоры, перехваченные частными разведывательными группами. Поэтому Маск не просто увеличил свою защиту, он переосмыслил само понятие безопасности миллиардера. Все началось с контроля над местоположением. Он больше не полагается на одну резиденцию. Вместо этого он ротируется между сетью автономных комплексов в Техасе, Неваде и на частных островах. Это не просто объекты недвижимости. Это укрепленные сооружения, построенные с привлечением военных подрядчиков. Усиленные бетонные стены, системы фильтрации воздуха, тепловая защита и круглосуточное наблюдение с помощью дронов, управляемое из подземных командных бункеров. Каждый комплекс охраняется сменяющейся командой бывших сотрудников спецподразделений. Это не просто телохранители, а бывшие оперативники первого эшелона с боевым опытом и разведывательной подготовкой. Их задача не просто реагировать, а предвидеть. Все они на зарплате, все связаны соглашениями о неразглашении, которые конкурируют с государственными протоколами секретности. Но это был только первый шаг. Затем Маск заключил контракты с израильскими и американскими фирмами по киберзащите для разработки системы обнаружения угроз на основе искусственного интеллекта.
Каждый фрагмент входящих данных, распознавание лиц с дронов, перехваченные сообщения, цифровые модели движения обрабатывается в реальном времени не аналитиками, а проприетарным ИИ, обученным распознавать намерения. Он не просто обнаруживает приближающийся автомобиль, он считывает номерные знаки, сканирует тепловые сигнатуры, прогнозирует поведенческий риск и перекрестно ссылается на известные цифровые следы из международных списков наблюдения за миллисекунды. Эта система не ждет угроз, она их вычисляет, и она не останавливается на границах. Периметр безопасности, Маска, Глобален, спутники, SpaceX обеспечивают ретрансляцию в реальном времени для зашифрованных сообщений через континенты. Разработчики Neuralink сотрудничали в создании биометрического резервного протокола, который использует паттерны сердцебиения для проверки личности. Инженеры Tesla Autopilot создали маршруты эвакуации с использованием модифицированных кибертраков, способных противостоять электромагнитным импульсам. Ходят слухи, что ему принадлежит серия незарегистрированных взлетно-посадочных полос на юго-западе США, предназначенных не для взлета, а для быстрой эвакуации, каждая с предварительно заправленными самолетами, пилотами в режиме ожидания и спутниковой связью, связанной с частными разведывательными каналами. Ни один миллиардер никогда не строил подобную теневую сеть, и именно это привлекло внимание, включая Дональда Трампа. Согласно высокопоставленным источникам в службах безопасности, части отчета об обновлении системы безопасности Маска были переданы федеральным агентствам, не потому что Маск представлял угрозу, а потому что его инфраструктура конкурировала с федеральными возможностями. Трампу, который работал с секретной службой в нестабильных дипломатических зонах, с военной защитой и полномасштабным контрнаблюдением, о масштабах защиты Маска доложили по необходимости, потому что сеть обороны Маска была не просто реактивной, она была стратегическим сдерживающим фактором. Илон Маск создал нечто, что размыло грань между частной безопасностью и государственной инфраструктурой, и это подняло вопросы даже в бывших президентских кругах. Что происходит, когда один человек обладает достаточными возможностями наблюдения, обороны и эвакуации, чтобы действовать за пределами границ, потому что это был не бункер, это была экосистема, и Маск был в центре. Даже его цифровая безопасность – это то, что федеральные агентства тихо изучают. Его компании сегментированы с воздушными серверами, которые не подключаются ни к одному публичному интернету. Внутренние сообщения фильтруются через децентрализованные блокчейны, разработанные внутри компании. Конфиденциальные файлы разделены по нескольким местоположениям с многоключевым шифрованием, требующим физических токенов и биометрических сканирований. И для личного контакта даже семья Маска использует рандомизированные алгоритмы маршрутизации для общения. Каждый звонок проходит через лабиринт ретрансляторов, разработанных так, чтобы исчезнуть после завершения. Каждый аспект его существования был превращен в протокол безопасности. Но что подняло это выше всего, что видели Трамп или любой другой мировой лидер, так это не аппаратное обеспечение или подрядчики. Это была психология. Маск больше не доверяет традиционным системам защиты. Государственные альянсы меняются, корпорации дают утечки, государственные институты слишком медлительные. Поэтому он разработал модель, которая предполагает предательство, планирует его, выживает в нем. И в отличие от секретной службы, которая отвечает правительству, защита Маска отвечает только ему. Когда он путешествует, он не уведомляет заранее, маршруты рандомизируются. Конвои включают глушилки для дронов, скрэмблеры сигналов и перекалибровку ИИ в реальном времени в случае засады. Каждая поездка рассматривается как потенциальная операция. Даже его самолеты, как его Gulfstream G700, были переоборудованы электронными средствами противодействия, спутниковыми каналами связи и аварийными системами, заимствованными у военной авиации. Для большинства это выглядит чрезмерным, но для Маска, который теперь действует на стыке ИИ, энергии, обороны, космоса и геополитического влияния, это не чрезмерно, это необходимо. И именно поэтому Трамп не мог отвести взгляд. Потому что ни один миллиардер в истории, технологический или нефтяной, королевский или из сферы недвижимости, никогда не достигал такого уровня частной оборонной автономии. Это не просто богатство, это даже не власть, это суверенное государство безопасности, обернутое вокруг одного человека. И хотя бывшие президенты охранялись национальными государствами, Маск построил систему, чтобы пережить их, потому что для самого целевого миллиардера в мире цель не просто защита, это независимость от всего, что может быть скомпрометировано. И это та деталь, в которую Трамп не мог поверить. Не потому, что это было невообразимо, а потому, что это уже было здесь. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важна для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.